Вспомните, сколько мифов, суеверий и предрассудков об орхидеях и об уходе за ними вам доводилось слышать. Какие из этих мифов самые популярные? Может быть, вы слышали, что орхидеи боятся воды, как огня? Или миф о торфяном стакане убийцы? Может быть, слышали, что нельзя купать цветущие орхидеи? Или что во время цветения орхидеи нужно как можно реже поливать? А вот и мой любимый миф. Орхидеи не выносят прямых солнечных лучей. А вот этот миф, крайне зловредный и антинаучный, появился совсем недавно, уже после образования этого канала. Миф о вреде лекарственных растений для орхидей. Дескать, сок алоэ сжигает, а толстянка и вовсе убивает орхидеи. Причем толстянку объявили одним из самых ядовитых домашних растений. Но ведь это неправда. Толстянка не входит даже в топ-20 самых ядовитых растений дома. В 100 крат более ядовитыми у нас дома являются азалия и цикламен, диффенбахия и монстера, бальзамин и плющ. Но ведь о них никто не кричит. Даже банальный фикус в разы ядовитее толстянки, но вспоминают именно о ней. Почему? А все потому, что это разработка канала «Классика орхидейного жанра». С помощью этого растения без использования химии можно вылечить орхидеи. Но если орхидеи можно лечить без чего-то покупного, и если орхидеи будут шикарно цвести без чего-то покупного, то ведь это угроза всей индустрии по уходу за орхидеями. А этого никак нельзя допустить. Нельзя? А мы попробуем. Сегодня каналу «Классика орхидейного жанра» исполняется 2 года. 2 года непрерывной борьбы с мифами, предрассудками и суевериями об орхидеях. В сегодняшнем видео мы вспомним, как все начиналось, как я попала на YouTube, подведем итоги 2 лет работы канала и развеем самые популярные мифы, которые вы когда-либо слышали в интернете об орхидеях. Те, кто не так давно на этом канале, наверняка не знают, почему именно цветение этой орхидеи вы сейчас видите на своих экранах. А ведь именно благодаря цветению этой орхидеи я и попала на YouTube. 2 года и неделю назад я даже не могла предположить, что когда-то я буду автором роликов об орхидеях на YouTube. Совершенно случайно на просторах интернета мне попалось видео о цветении этого вандопсиса автора другого канала. Цветением своего растения автор был крайне расстроен. Это и понятно. Растение крайне непростое. Это межвидовой гибрид вандопсиса и видового фаленопсиса Шиллера. Чтобы вы хорошо понимали, что такое межвидовой гибрид, приведу простой пример из мира животных. Это почти то же самое, что скрестить льва и тигра, зебру и осла. В общем-то, скрестить несложно, но вот насколько жизнеспособным будет потомство – большой вопрос. Выращивать такое потомство в квартирных условиях еще сложнее. Нужно отчетливо понимать, чего хотят оба родителя этого странного межвидового гибрида. Защищая оранж-сорбет, я отправила цветение своего растения автору того канала. И услышала в ответ массу восхищений, лестных слов и вот такое предложение в конце. Вот это цветение, это просто роскошь, Наталья. Вам свой канал надо вести на YouTube. Вам надо свой канал вести на YouTube. На тот момент у меня оставалось 3 невостребованных видео с цветением этого вандопсиса, и я выложила их на свой никому неизвестный канал, который назывался просто моим именем и фамилией.
Это было 24 апреля 2021 года. С тех пор прошло 2 полных года. Мы многое сделали, а многое нам только предстоит сделать. За эти 2 года Вандопсис Оранж Сорбет стал еще краше, а его цветение еще красивее и еще ароматнее. Это как раз тот случай, когда размер букета цветов гораздо больше розетки орхидеи. Невероятное чудо, начиная от нереального цвета, которого я не видела ни у одной другой орхидеи, и заканчивая восхитительным ароматом. Это цветение 2023 года затмило все предыдущие. А теперь давайте подведем краткий итог работы канала, так сказать, отчет перед зрителями. Помню, когда каналу было 3 недели, я говорила в видео о фаленопсисе Леодора. Нас 36 подписчиков у канала. Сегодня, спустя 2 года, нас 65 765. За 2 года видео на канале посмотрели 7 миллионов 25 тысяч раз. Зрители провели на канале 845 тысяч часов. Сейчас на ваших экранах топ-50 стран, жители которых смотрят канал «Классика орхидейного жанра». Давайте посмотрим, из каких стран канал смотрят активнее всего. Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Германия, Израиль, Молдова, Соединенные Штаты, Узбекистан и Италия. Вы можете нажать на паузу и посмотреть, есть ли в этом списке ваша страна. И если есть, обязательно напишите ее в комментариях. Еще 2 года назад аналитика YouTube предлагала только перечень стран, из которых чаще всего смотрят канал. Теперь же возможности аналитики YouTube расширились, и мы можем узнать даже перечень городов. Интересно? Давайте посмотрим. Первые 2 города – это столицы 2 моих родных стран – Москва и Киев. Дальше следуют Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Минск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, Иркутск, Новосибирск, Владивосток, Алматы, Казань, Челябинск, Днепр, Львов, Одесса и Харьков. В списке 50 самых активно смотрящих городов. А вы нашли свой город в этом списке? Напишите об этом в комментариях. А пока вы ищете, я расскажу вам, что будет в видео дальше. А дальше о мифах и предрассудках, которые развеял канал «Классика орхидейного жанра», расскажут зрительницы канала. 4 зрительницы из 4 разных городов, разных стран, с разными климатическими условиями, разными системами посадки и разными субстратами. Каждая из них нашла на канале что-то свое, очень важное и ценное, и развеяла свои индивидуальные мифы. Итак, друзья, встречайте: Полина Антонова, Анна Косолапова, Гульноза Маматова, Элина Унгер, эксклюзивно для канала «Классика орхидейного жанра». Приветствую зрителей канала «Классика орхидейного жанра». Это Полина из Москвы, Россия. Поздравляю Наталью с 2-летием канала и 65 тысячами подписчиков. За это время Натальей была проделана огромная работа по просвещению всех нас, начинающих орхоманов. Когда я случайно попала на канал «Классика орхидейного жанра» меньше года назад, я как раз была в поиске эффективных методов ухода за моими 3 орхидеями. Мои растения не развивались и не цвели. Я смотрела разных блогеров, но доверия никто не вызывал. Помню, как искала в интернете информацию, как люди получают разветвленные цветоносы. YouTube первой же строкой предложил мне видео классики орхидейного жанра на эту тему.
Я посмотрела его, и на меня снизошло озарение. Ну да, как же я сама не догадалась. Нужно увлажнять. У меня ведь уже случалось пышное цветение, но я не связала его с частыми душеваниями. А тут прямым текстом мне говорится увлажнять и как можно чаще. Дальше я уже сидела на канале безвылазно. Самым убедительным для меня стали научные объяснения биологии орхидей. Я все думала, откуда автор все это узнала. Когда пошли первые успехи с орхидеями, на меня снизошло вдохновение и захотелось еще растений. Я почувствовала уверенность, что теперь я справлюсь. И количество моих питомцев с 3 горшков выросло до 12. Было бы и больше, останавливает нехватка места. Мои новички попали ко мне в разном состоянии. И взрослыми здоровыми, и засушенными подростками из закупок, и реанимашками с неизвестными прогнозами. На данный момент все растут и цветут, никто не погиб. Мне захотелось как-то поблагодарить автора канала за радостные перемены в моей цветочной жизни. Я написала комментарий, а Наталья, возьми и предложи мне записать видео с успехами. Я была так польщена. Какие мифы развеяла классика орхидейного жанра для меня? Я боялась ставить орхидеи на солнце, думала, сгорят. Даже когда я впервые поставила досветку, и у меня растение начало краснеть, я перепугалась, убрала лампу подальше. А Наталья сказала мне, что это как раз то, что нужно, что это положительный процесс. Я все вернула, как было. Всем поставила лампы в 10 сантиметрах от листьев, и все зацвели, хотя лампы у меня весьма слабые, по 10 и 18 ватт. Теперь я уже в марте выставила всех молодых на южную лоджию к самому стеклу. Листья краснеют, темнеют, и я надеюсь, хорошо обрастут за лето. Потом везде горе-советчики говорят про просушку корней. Оказалось вранье. Теперь не сушу. Со своей открытой системой подобрала режим полива, чтобы корни почти до вечера были мокрыми, то есть только ночевали сухими. На классике орхидейного жанра узнала, что корни наращивают веломин в зависимости от условий, в которых они растут. До этого я думала, что все корни одинаковые. Также для меня была совершенно новая информация и о фотосинтеза. Такого я не знала. Я благодарю Наталью за этот просветительский труд, за улучшение качества жизни моих растений, за позитив общения. Я думаю, что наступит время, когда данный метод ухода станет общепринятым, а все домашние орхидеи станут счастливыми. Желаю дальнейшего процветания каналу и всем зрителям успехов. Всем доброго дня. Меня зовут Анна. Я из города Санкт-Петербург, Россия. С каналом «Классика орхидейного жанра» я познакомилась в сентябре 2022 года. Таким образом, уже около 8 месяцев я практикую методы, о которых нам рассказывает Наталья. Моя коллекция на тот момент состояла из 9 орхидей. Они все были мне подарены на день рождения. Я ни одну из них не купила и не выбрала сама. В общем-то, стихийно сформировалась моя коллекция. Я совершенно не умела за ними ухаживать. Мои орхидеи цвели очень редко, цвели мало. И часто бывало, что там в сезон цветет, например, только одна орхидея. Меня это, конечно, расстраивало. Вот. Но с тех пор, как я нашла канал Натальи, я нашла подход к своим орхидеям, я научилась их понимать, и вот результаты не заставили себя ждать. Какие же мифы были развеяны благодаря знаниям Натальи? В первую очередь миф о том, что орхидеи боятся воды, и ни в коем случае нельзя, чтобы вода оставалась в точке роста и в пазухах растения. Вот это вот старички знают. Моя орхидея под кодовым названием «Мать года». Про нее я тоже снимала видео, и оно выходило на канале Натальи. Вот так я мою ее прямо под краном. Ну и все свои остальные орхидейки также я купаю. Ну вот на ее примере покажу. Вот я просто включаю кран. Здесь у меня уже заранее настроена водичка тепленькая. И вот вместе со всеми детками, вместе с их корешками, вот так вот я купаю. Все листики я обмываю.
Вот так вот поднимаю листочки, чтобы тыльную сторону попадала водичка. Вот, соответственно, здесь накапливается вода в горшочке. Я сливаю, чтобы где-то сантиметра 2 вот так вот оставалось. А еще вот так вот я купаю детку. После того, как она искупалась под душем, под краном, я ставлю мисочку и замачиваю вот ее корешки, которые уже такие длинные, отросли. Вот детка прямо на цветоносе висит. И я вот так вот ее даю ей напиться. Потому что корни очень длинные, корни уже ушли в субстрат. Вот здесь вот есть один корень, вот он виден. Он ушел прямо в субстрат в горшке. И я понимаю, что орхидея хочет пить, водички ей не хватает. Поэтому вот таким образом я ее пою. А вот здесь вот эта конструкция, тоже у Натальи есть об этом видео. Это я формирую корневую систему детки. У нее был один маленький только корешок. Вот я сделала такой стаканчик с мхом, и вот корешок уже там пророс и вышел вот с этой стороны. Хотя я всего 2 недели назад надела вот эту конструкцию. Тоже, кому интересно, можно подробно изучить. Есть хорошее видео об этом. Также я все орхидеи всегда опрыскиваю. Так часто, как могу, как получается. Иногда бывает 1 раз в день, иногда бывает и 5-6 раз в день, если я дома и у меня есть время. Второй важный был миф. Это то, что для орхидеи очень важен субстрат. Как говорит Наталья, субстрат – это последняя спица в колеснице. И мой личный опыт меня убедил в том, что это действительно так. Вот мои орхидеи Санкт-Петербург растут в коре, очень мало, и в основном в керамзите. И прекрасно они растут, хотя, казалось бы, керамзит не особо удачный грунт для Санкт-Петербурга. Не знаю, я этого не заметила. Но если вам кажется, что сейчас вы купите самую дорогую кору, какие-то дорогие добавки, какие-то особенный мох, какие-то удобрения, и от этого у вас орхидеи зарастут, зацветут, заколосятся, то это большая ошибка так думать. Нужно в первую очередь наладить условия, наладить уход, и тогда они будут расти в любом грунте. Хоть в коре, хоть в керамзите, хоть в мху, хоть вообще без субстрата. Третий большой миф – это то, что орхидеи – нежные тропические растения, которым нужен только теплый влажный воздух, и которые чуть что не по ним сразу погибают, пропадают, сгнивают и так далее. На своем опыте я убедилась, что это совершенно не так. Во-первых, при 19 градусах орхидеям гораздо лучше, чем при 29. Во-вторых, прекрасно они растут в обычных квартирных условиях, в обычном воздухе. При опрыскиваниях они себя чувствуют замечательно. И орхидея может выкарабкаться практически из любого состояния. Это очень живучее растение, которое очень хочет жить, которое очень хочет цвести и дарить нам радость. И при умелом, грамотном подходе можно орхидею из любого состояния вытащить. Ну, практически из любого. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Приветствую всех зрителей канала «Классика орхидейного жанра». Я Маматова Гульноза, орхолюбитель из Кыргызстана, из солнечного города Аша. И канал «Классика орхидейного жанра» стал для меня надеждой и верой в самое прекрасное. Я не верила, что у меня могут расцвести такие очаровательные букеты цветов. За эти 2 года своей орхидейной жизни я купила всего лишь 2 новых орхидеи. А когда они стали по моему незнанию чахнуть, я и вовсе не стала покупать их, боялась их убить. Раньше я думала, что орхидеи самые капризные и трудные выходят цветы. Думала, что орхидеи не любят воду, боялась их обильно поливать, а опрыскивать их вовсе было для меня страшно. Думала, что орхидеям не нужен свет, потому что видела на картинках, что орхидеи стоят в глубине комнат на столиках,
на стеллажах. Думала, что можно добиться пышного цветения только с помощью удобрений и стимуляторов. И вот со всеми этими мифами, суевериями я начала ухаживать за своими орхидеями. А когда познакомилась с каналом «Классика орхидейного жанра», автором которого является Наталья, просмотрев и изучив видео на канале, я не только восстановила свои чахнущие растения, но и смогла их зацвести на 36 цветов. Буквально 2 недели назад я купила еще 2 новые уцененные орхидеи в свою коллекцию, потому что я уже не боюсь, как раньше. А знаю, что канал «Классика орхидейного жанра», который можно назвать путеводителем по уходу за орхидеями, всегда мне поможет, все расскажет и, конечно же, подскажет. Сегодня день рождения моего любимого канала «Классика орхидейного жанра». Наверное, если бы мои орхидеи умели говорить по-человечески, они наверняка поблагодарили бы Наталью за то, что она научила нас понимать наши растения. Наталья, спасибо, что вы есть. Благодарю за ваш огромный вклад и труд за обучение нас, новичков. Мы живем на одной планете, но в разных уголках мира. А канал Натальи нас всех объединяет. Мы стали как родные, как одна дружная семья. И это так важно в нашей жизни. Желаю каналу дальнейшего процветания и развития. Спасибо вам, Наталья. Я приветствую всех на канале «Классика орхидейного жанра». Меня зовут Элина Онгер. Я живу на Канарских островах вот уже 15 лет. Родилась я в Киргизии и еще 15 лет прожила в Германии. Орхидеями я увлекалась всегда, но отношение к ним было безграмотное и, в общем-то, чисто потребительское. Орхидеи покупались из-за красивых цветов, и когда они отцветали, в лучшем случае они оставались на подоконнике. Если орхидея и дальше процветала хорошо, а если нет, то и нет. Покупалась следующая орхидея. И вот уже сейчас я живу на острове Фортавентура и снова начала увлекаться орхидеями. Здесь очень просто можно купить недалеко от меня очень многие красивые орхидеи без заморочек, так скажем. Не надо никаких посылок по интернету. И вот однажды я наткнулась на канал «Классика орхидейного жанра», и я подумала, как же интересно, эта девушка просто революционерка. Как она ловко разбивает все мифы по уходу за орхидеями, на своих примерах показывает и не устает долбить нам, не устает внушать нам 3 самых основных правила по уходу за орхидеями: солнце, воздух и вода. И вот уже каналу 2 года. Наташенька, поздравляю тебя, желаю тебе дальнейших успехов, чтобы у тебя не кончались идеи, удивлять нас, показывать на своих примерах, как ухаживать за орхидеями, как понимать. Спасибо тебе огромное за твой труд. Я тебе страшно благодарна. И, пожалуйста, оставайся с нами, ведь впереди у нас много интересного. Ну куда же я без вас? Конечно, я останусь с вами. Разве можно лишить себя такого удовольствия созерцать плоды своего труда по всему миру, от Владивостока и до Канарских островов? Ну а теперь уже по традиции я напомню вам, что 25 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал,
Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.